Когда мы, в принципе, ищем людей в команду, мы в первую очередь обращаем внимание на человеческие принципы. Условно-таки в открытых источниках указано, что вы открылись в Казахстане в 2013-м. У вас компания представлена в нескольких рынках. Это Украина, США, Болгария, Казахстан. Сейчас вы оцениваете ситуацию на рынке Узбекистана, куда планируете заходить. Но тут есть свои игроки. С чем вы хотите прийти в Узбекистан? Первое – это системность. Второе – это честность и прозрачность. Я увидел позицию младшего проектного менеджера в компании NetPeak. Просто, знаете, на самом деле, вот удерживать какого-то сотрудника очень долгое время, это очень сложно, как вы сами понимаете. Какой-нибудь, условно-таки, fuck-up stories, из которых вы писали, вы можете выделить. У нас возникла маркетинговая гипотеза, что если мы объединим все бренды под один домен, синергия, суммарный результат будет лучше, чем каждый отдельный проект, который получает трафик. В итоге через год мы поняли, что лучше не станет, и переехали обратно. Мы не будем скрывать статистику, то, что там происходит в рекламных кабинетах. Клиент всегда в любой момент имеет доступ и видит, сколько денег потрачено, какой фактический результат он получил. Друзья, всем привет! Мы находимся сейчас в e-commerce Central Asia Expo. На данный момент мы снимаем подкасты в процессе прохождения данного мероприятия. Сегодняшний наш гость Бауыржан Токтагазы, директор компании NetPeak Казахстан, маркетингового агентства, которое предлагает огромное количество услуг и на данный момент планирует войти на рынок Узбекистана и, соответственно, является партнером данного мероприятия. С нами директор Бауыржан. Добро пожаловать, спасибо большое за уделенное время. Спасибо, что пригласили. Рад быть на этой конференции и на этом подкасте. Спасибо большое. Смотрите, давайте мы начнем с того же, что, например, на рынке очень много маркетинговых агентств, условно-таки креативных агентств. Как себя NetPeak позиционирует в целом? То есть как конкретно в каком-то направлении перформанс, который вы говорили, или же есть какой-то сектор услуг или какое-то позиционирование в целом? В Казахстане, в Центральной Азии у нас позиционирование сейчас как Digital Performance агентство. Это означает, что мы фокусируемся на тех инструментах и каналах Digital, которые приносят непосредственный результат. То бишь это клиенты, лиды, продажи, увеличение в целом выручки и прибыли клиентов. Это наше основное позиционирование. И если говорить про инструмент, это платный трафик, оптимизация сайта, работа с аналитикой данными, retention маркетинг. То есть очень много услуг, которые направлены на получение результата для клиента. Я так понимаю, что NetPeak, он по корням это украинская компания, которая, условно-таки, началась в далеком 2006 году и работает уже более 18 лет по всему рынку. По всему, условно-таки, во многих странах, давайте допустим так. Сейчас вы открылись в Казахстане в 2013-м, онлайн открылись в Казахстане, как вы говорили, с Америкой, верно? То есть, условно-таки, в открытых источниках указано, что вы открылись в Казахстане в 2013-м. В 2013-м начали у нас появляться первые клиенты. То есть тогда это был классифайды, колеса, крыша, OLX и прочие компании, которые только-только начали захватывать рынок. Это был рост и бум интернета тогда в Казахстане, электронной коммерции, в принципе. Поэтому первые клиенты начали появляться в 2013-м, и решение было принято в 2014-м официально открыть и зарегистрировать юридическое лицо. То есть в 2014 году все началось как маркетинговое агентство? В Казахстане, да. У вас были те же самые услуги, или же у вас было какое-то уже... Тогда у нас был фокус только на двух услугах. Это было PPC, то, что мы называем Pay-per-click, то есть платный трафик, и SEO-оптимизация сайтов. Эти два основных продукта, по сути, они и были в спросе, и это были основные инструменты на рынке, в принципе. На тот момент вы сразу же открылись еще в Болгарии. То есть также. В Болгарии немножко другая история. Там уже было агентство Optimization BG, и там был SEO Геннадий Воробьев. Он посетил одну из конференций в Украине, то есть он приехал из Болгарии в Украину. После этого с ним фаундер компании Артем Бородатюк, они познакомились, они поговорили. Геннадию понравились принципы работы агентства, и после этого было принято, что агентство в Болгарии возьмет наш бренд
И принципы работы, процессы, то есть, по сути, вот такой collaboration произошел. И после этого на базе того агентства, которое уже было в Болгарии, происходило там вот ребрендинг, изменение процессов и так далее, и так далее. А сейчас какие у вас текущие цифры, результаты в целом за сколько уже? 12 лет работы в Казахстане? Ну, в прошлом году мы отметили десятилетие, в этом году будет 11 лет. 11 лет работы. Какие цифры сейчас? Если говорить про клиентов, ну, это свыше 500 проектов. Под проектами мы понимаем, это конкретный сайт, либо какое-то мобильное приложение, в рамках которого мы сотрудничали при оказании какой-то услуги. Допустим, это платный трафик, или SEO-оптимизация, или retention-маркетинг. Вот, то есть мы проработали с большинством рынка. Сегмент, с которым мы работаем, это средний крупный бизнес. По крайней мере, сейчас. Тогда мы работали там в том числе и с малым бизнесом. Вот. Это разные сектора экономики. Это включая электронную коммерцию, это и финтех, это и банки, это и мобильные приложения, онлайн-сервисы, это B2B бизнес. Вот. Если говорить про цифры, у нас команда для Казахстана довольно небольшая, это до 20-30 сотрудников. Вот. Какие цифры у вас еще интересны? Смотрите, сейчас, условно-таки, как касательно клиентов сказали, у вас 30 сотрудников, получается. С кем, как называется, я не знаю, может быть, какой-то есть рейтинг, в каком месте в Казахстане конкретно вы находитесь. То есть есть, условно-таки, как мне кажется, огромное количество других агентств. Да. То есть как вы с ними конкурируете? Как делите рынок такой? Официального, начнем, наверное, с того, что официального рейтинга пока нет, хотя он находится в разработке у Центральноазиатской рекламной ассоциации. Okay. Вот. Те какие-то независимые другие рейтинги из других рынков показывали, что в категории Digital Performance мы там находимся всегда на первом, на втором месте, да, в Казахстане. Вот, в Украине там априори первое в большинстве случаев место. Вот. Как мы конкурируем? Рынок большой, во-первых. Всем всегда хватит места под солнцем. Зачастую, точнее, даже не зачастую бывает так, что клиент выбирает одного партнера, и если результат с ним есть, и он с ним надолго остается. Например, тот же самый OLX, с которым мы работаем с тех времен, когда еще это было славно до ребрендинга. То есть там команда, которая работает на OLX, это там порядка до 20-30 человек в формате аутстаф уже, например. Тоже интересный кейс. Есть клиенты в Казахстане в электронной коммерции, с кем мы работаем уже там, чуть ли не 8-9 лет, то есть почти с момента основания. Все еще остаются нашими доверенными партнерами, которые доверяют нам свой диджитал маркетинг, потому что видят тот результат, который мы приносим. Поэтому, опять же, у каждого агентства свои какие-то принципы работы, стратегия различная, поэтому партнеры выбирают то, что им нравится. Касательно принципов того, которого вы говорите, у вас очень подробно и очень интересно все это прописано на сайте. То есть насколько все это там, то, что на сайте прописано, то, что формальности есть, входит в практику? Ой, совпадает. Очень сильно совпадает, потому что когда мы только начинаем вести какую-то коммуникацию с будущим клиентом, с нашим будущим партнером, оно отражается в процессе работы. Да? То есть, к примеру, наша системность – это не простое слово, и это самое, наверное, главное качество не только в компании, принцип не только в компании, но и среди сотрудников. Да? То есть, когда мы, в принципе, ищем людей в команду, мы в первую очередь обращаем внимание на человеческие принципы, да? То есть на то, какой он человек, только потом на софт-скиллы и только в последнюю очередь на хард-скиллы. Поэтому сначала мы ищем по ценностям, то, насколько они совпадают, да, это то есть честность, прозрачность, мы это все проверяем. Если мы понимаем, что человек способен обмануть клиента, не говоря про нас даже, то мы с таким сотрудником, человеком просто не будем работать. Вот. Это про честность, это про прозрачность, как я сказал, это про системность. Системность это означает, что мы предсказуемы в том плане, какие шаги мы предпринимаем и то, что мы делаем в рамках работы. То есть нету такого, чтобы клиент не знал, чем мы сейчас занимаемся или чем мы будем заниматься через месяц. То есть он все видит? Он все видит, есть, потому что стратегия, как минимум, которая прописана на полгода.
Есть план работ, который обновляется ежемесячно. То есть он всегда в курсе того, что происходит. Есть ежемесячные, ежедневные отчеты по тому, что происходит, например, по проекту. Есть еженедельные встречи, синк-колы, да, то, что мы называем нашей командой клиента для того, чтобы держать руку на пульсе. Синхронизироваться. Синхронизироваться, абсолютно верно. У вас компания представлена в нескольких рынках. Это Украина, США, Болгария, Казахстан. И у вас есть возможность сравнивать рынки. То есть так или иначе. Как вы оцениваете ситуацию в целом с маркетингом в Казахстане сравнительно того же самого Украины? Ну, по части технологий, наверное, мы все-таки немножко отстаем в том плане, насколько быстро они приходят. Я имею в виду, допустим, те же какие-то новые фишки, которые появляются в рекламных системах. Там те же самые Google, Meta и прочие системы. Они там появляются первее, потому что это все-таки Европа. А потом там, через какое-то время уже начинают выкатываться на иные рынки, в том числе и Казахстан. Вот это вот один момент, наверное, связанный с запозданием технологий. Другой – это, в принципе, принципы работы или коммуникации. Почему? Потому что иногда бывает такой культурный шок для клиентов из Казахстана по части коммуникации. Да? То есть мы привыкли работать таким образом, когда у нас коммуникация выстроена напрямую. Окей. То есть, С ЛПРом. Да. То есть если есть проблема, мы говорим, есть проблема, вот такие-то пути решения. Или если у нас есть какой-то вопрос к клиенту, то есть мы хотим узнать больше про продукт, про бизнес, мы не будем стесняться в том, чтобы задать четко правильный вопрос и получить на него ответ. А на наших родных рынках, то есть на рынках Центральной Азии, принято иногда задавать вопрос не напрямую, косвенно, то есть добраться до сути через 5 вопросов, да, потому что это может показаться грубым. Да, это есть часто такое, есть и тут то же самое. Да, абсолютно верно. И это касается в том числе и Казахстана тоже, в принципе, всех рынков Центральной Азии. А там принципы, они такие, что ты хочешь получить результат, ты хочешь получить ответ, ты будешь задавать вопрос напрямую. Неважно, это обидеть человека или нет. Тут же вопрос же не в том, что человек, грубо говоря, не хочет кого-то обидеть. Тут же вопрос еще восприятия. То есть насколько бы вы там не кружились вопросом, я могу воспринимать тот вопрос, который вы мне задаете, грубо. Есть такой момент, да, и это как раз-таки и касается восприятия человека, в том числе связано какая-то с ментальностью наших народов. Вот. И, конечно, мы тут пытаемся найти какой-то баланс между прямотой и между нашими культурными особенностями. Тут найти какой-то серединный вариант, чтобы и с точки зрения коммуникации все было очень экологично, очень было комфортно собеседнику, и с другой стороны не тратить так много времени на то, чтобы получить ответ на простые вопросы. В бизнесе все должно происходить намного быстрее, чем, к сожалению, у нас происходит. Вы почти 10 лет работаете в этой компании. Как это началось? Сначала, если говорить про начало моего карьерного пути, я работал на стартап. Это был стартап про что-то вроде LinkedIn, но мы там пытались построить казахскую версию этого LinkedIn, точнее центральноазиатскую версию. К сожалению, не достигли тех показателей, которые хотели, поэтому я через какое-то время ушел с команды с этой. То есть я родом, во-первых, с Астаны, я переезжал в Алмату, чтобы работать над этим стартапом. После того, как мы разошлись, я вернулся обратно в Астану. Понял, что хочу расти в проектном менеджменте, хочу расти в маркетинге. Но, к сожалению, Алмата все-таки деловая столица Казахстана. И, головные офисы, бизнесы, вся коммерция находится в Алматы. А в Астане это гос, квазигос и какие-то там сервисные компании, то есть там оказание услуг, да, то есть небольшой бизнес. Вот, поэтому, и хотелось немножко свободы, независимости, да, Более молодежный город еще. Да, конечно. И теплый. Сравнительно, да. Вот, и я увидел позицию младшего проектного менеджера в компании NetPeak. Я подал на нее, и там через 4 этапа собеседования прошел все этапы, и мне поступило предложение, и вот 7 декабря 2015 года был мой первый рабочий день в компании, уже в Алматы. То есть вы начали с project менеджера? Младшего проектного менеджера. Как это началось? Как эта работа шла? Пойдем немного ностальгировать. Мне
Меня, наверное, в первую очередь привлекло то, что как был выстроен процесс там, коммуникации, собеседования, тех же принципов, да, которые были заявлены на сайте еще тогда, клиенты, кейсы. То есть мне хотелось получить опыт. Потому что я понимал, что да, хоть у меня год опыта работы, какой-то опыт есть, какие-то уже навыки есть, но все равно хотелось развиваться дальше, хотелось расти, расти и расти. Поэтому я искал компанию, в которой можно расти и как человек, как профессионал, ну и чтобы там было не только развитие каких-то своих навыков, но и карьерный рост. Вот, поэтому я пришел в компанию в качестве младшего проектного менеджера. И когда каждый сотрудник приходит в компанию новичком, к нему выделяется куратор, который вот сопровождает его на время испытательного срока. И есть такой документ, который называется «Карта знаний». Карта знаний – это такая карта компетенций, где содержатся все материалы, которые сотрудник должен изучить в ходе прохождения испытательного срока. И там было такое требование, что интересно, оно выдвигалось там на протяжении, то есть в течение полугода нужно было сдать сертификаты в системе Google. Их там было там, порядка 7 сертификатов, 6 из них там касались рекламы, 1 касалась аналитики. А мне это было все настолько интересно, что я там сдал их через 2 месяца. Через 2 месяца все сертификаты получили? Все сертификаты Гугла я получил там через 2 месяца. А с клиентами начал работать там чуть ли не с первого или со второго месяца. А обычно клиентам там допускаешься уже там после прохождения испытательного срока. Ну, потому что я рвался за знаниями, я там по своему желанию, компания меня не просила, овертаймила иногда, то есть где-то там материалы дома какие-то изучал. Вот, поэтому успешно прошел испытательный срок. После этого, потихоньку начал расти по карьерной лестнице. 10 лет до карьерной лестницы с проект-менеджера до генерального директора. У нас там еще просто грейды есть, то есть, получается, я там начинал junior проектом, через, если не ошибаюсь, там, год я стал middle PM, через полгода я стал тимлидом уже команды проектных менеджеров, через 3-6 месяцев я уже стал директором по развитию, то, что у нас называется Business Development Officer. И на 3-й год работы в компании мне предложили позицию SEO. Вы уже, получается, 7 лет работаете в SEO? Почти 7 лет. Просто, знаете, на самом деле, вот удерживать какого-то сотрудника очень долгое время, это очень сложно, как вы сами понимаете. И, соответственно, компания, если это ваша компания, грубо говоря, мы понимаем, что вам некуда деться. Либо продать компанию, либо закрыть, либо продолжать работать. Но тут же у вас есть головное управление, то есть у вас в компании, условно-таки, есть определенный регламент работы, по которой вы работаете. Как она сейчас, условно-таки, влияет на вашу свободу в работе компании? То есть или есть какое-то поручение, которое там, условно-таки, обновляется, какая-то стратегия, которая дается и которую нужно будет следовать? Да нет, никакая стратегия не спускается, я ее придумываю сам. Да, каждый год я просто, исходя из тех результатов, которые у нас были за прошлый год, я прикидываю, каких там целей мы хотим достичь в следующем году, в наступающем году, какие ключевые стратегические задачи или направления, которые мы хотим. То есть я это придумываю сам, не придумываю, а определяю, да? И после этого сообщаю акционерам, что вот такие-то векторы, такие-то направления, такие-то задачи, такие-то цели, которые я приметил там, на следующий год. С их стороны просто ок, все, работаем. У вас, получается, сейчас компания, которая предоставляет маркетинговые услуги различного рода. Помимо этого, в Казахстане еще какие услуги вы предоставляете? Или какие компании вашего холдинга присутствуют? Так, начнем с того, что помимо перформанс-услуг у нас есть услуги, которые не связаны, которые связаны с маркетингом, но и связаны, например, с бизнесом. Например, это построение веб-аналитических систем, или, в принципе, аналитических систем, да, то есть там есть огромное количество различных систем, баз данных, то бишь есть маркетинговые системы, есть ERP-шки, то бишь какие-то там 1С-ки, CRM-ки, и возникают, есть такие задачи, есть такая необходимость со стороны бизнесов понимать, как работают продажи, как работает маркетинг и фактическая там реализация, допустим.
товаров или услуг. И вот это все надо соединить, поженить, чтобы выстроить какую-то единую аналитическую систему, где видно все. Дашборды. Ну, дашборд — это конечный результат в виде визуализации, да, но там это, там, не знаю, какие-то 10% работы. 90% работы, они там происходят под капотом, да? Выстроение данных, чтобы они поступали. И... Да, там это сбор, обработка, очистка данных, и только после этого происходит последний этап — это визуализация данных. То есть это вот там одно, например, направление, которое, ну, относится и к маркетингу, например, и к бизнесу. Вот. Если говорить про компании в составе группы компаний, которые есть на рынке, есть система, раньше это была система колл-трекинга, сейчас это уже система сквозной аналитики, Ringostat, например. Она позволяет анализировать маркетинг с точки зрения там, звонков, например, да, потому что стоит там на сайте номер телефона, кто-то пришел с любого какого-то рекламного канала, зашел, позвонил, допустим, купил, но собственнику или бизнесу не совсем понятно, с какого канала пришел этот звонок. И такая система позволяет анализировать звонки. Да, трекинг звонков. Вот. Есть продукт, который называется Serpstat. Это система, которая позволяет анализировать конкурентов в онлайне. То есть забиваешь домен конкурента, либо собственный домен, и тебе выводится информация потом, какие ключевые слова используются, по каким ключевым словам выводится этот сайт в поисковой системе. Это SEO-анализ. Это вот то, что касается SEO-анализа. Этот инструмент позволяет провести онлайн SEO-аудит сайта для того, чтобы выявить какие-то критические ошибки, и после этого можно уже фиксить на стороне там, сайта, чтобы улучшить свои результаты. Также это и инструменты по тому, как получить идеи для контента. Например, любой сайт имеет собственное семантическое поле, которое включает в себя огромное количество запросов, которые связаны с этой тематикой. И это не только про купить, да, то есть это не только коммерческие запросы, но это и информационные запросы. То есть пользователи интересуются не только над тем, как купить телефон, но и как заряжать, как его обновлять, как его какие-то там дополнительные, например, запросы. И этот инструмент позволяет собрать вот это облако всех запросов, которые связаны с этой тематикой. Допустим, если компания хочет не только продавать, но и вести какой-то контент-маркетинг. Это блог, это какие-то социальные сети, то можно оттуда находить какие-то очень точечные, полезные инсайты по тому, как пользователи ищут информацию, связанную с этой тематикой или с этим продуктом, или с этой определенной категорией товаров. Вот. И четвертое, наверное, ключевое, это то, что позволяет сделать Serpstat. Serpstat — это анализировать, по каким ключевым словам запускает конкурент рекламу. Рекламную кампанию. В социальных сетях. В поиске. В Гугле. В контекстной рекламе. Да. Интересно. То есть видно, какие ключевые слова он использует. И какие, по-моему, даже рекламные объявления, текстовые рекламные объявления. Потому что Serpstat, он сканирует весь интернет, да, то есть он видит, по каким ключам показывается реклама, он это в себя хронирует, агрегирует и после этого показывает. И то есть основной такой инструмент — это все-таки, когда ты вбиваешь свой домен, свой сайт, и ты видишь, с какими сайтами ты конкурируешь. Ты видишь, какая доля трафика в какой-то определенной категории. То есть если это интернет-магазин, либо marketplace, то ты можешь выбрать там свою семантику, например, бытовая техника. И тебе по бытовой технике будет показана доля трафика, которую тот или иной конкурент имеет. Вот. И есть софтверные, наверное, продукты. Последнее, то, что я скажу. Netpeak Software — это компания, Netpeak Checker, Netpeak Spider тоже. Это уже инструменты для маркетологов непосредственно. Это SEO-специалистов, либо маркетологов, которые хотят очень глубокий анализ сайта с точки зрения SEO-параметров для того, чтобы провести уже более глубокий технический аудит и для того, чтобы улучшить сайт с точки зрения видимости у поисковых систем. Помимо того, что вы предлагаете услуги и определенные софтвер-решения, у вас есть еще образовательное направление, которое вы делаете очень интересные блоги. Последнее, то, что у вас на сайте читал, это сотрудница с OLX, которое было. Это не как это началось, почему это идет. То есть многие компании, хотя ведут аналогичную деятельность, так или иначе, да, в каком-то мере, но они не занимаются образованием, то есть ведением блогов, написанием статей, потому что это очень, по крайней мере, это очень затратно и по времени, и по деньгам. Это очень сложный на самом деле процесс. Наверное, одна из
фишек, наверное, наших на рынке, если это можно так назвать, то, как мы пишем кейсы. То есть мы, когда у нас есть хороший, ну или даже когда плохой результат, антикейсы, да, мы пишем не как там классическая какая-то формула а-ля было вот так, мы там на 2 строчки сделали что-то, какая-то магия, вжух, и появился какой-то результат. Ну, это такое стандартное описание кейса, которое есть на рынке. Мы в нашем случае очень сильно запариваемся над тем, чтобы как можно детально, с точки зрения технической настройки, допустим, рекламных кампаний или SEO, детально описать, как было, во-первых, да, потом, что конкретно мы делали, что зачем, то есть там последовательные прям пункты, да, которые мы делали. После этого очень, ну, если клиент на то согласен, да, результат, который мы получили, и после этого там комментарий команды, комментарий со стороны клиента. То есть вот такой очень масштабный кейс и очень подробный, который мы стараемся. Почему? Потому что мы это делаем не потому, что у нас очень много свободного времени, мы это делаем для того, чтобы образовывать рынок. То есть у нас там в одной миссии, одна из ступеней – это сделать рынок лучше с точки зрения там, доступности информации с нашей стороны, открытости, да, с нашей стороны. И мы хотим, чтобы рынок развивался, он понимал, как работает та или иная ниша, как работает маркетинг в определенных нишах, и учился. А какой-нибудь, условно, такие факап stories, из которых вы писали, вы можете выделить? Прям яркий, который запомнился сильно. Есть интересная история, которая связана с нами самими. Это так, значит, наш сайт netpeak.kz, он у нас долгое время находился, с момента основания сайта он у нас находился на нашем локальном казахстанском домене .kz. У каждой страны, имеется в виду у каждого агентства в каждой из стран, был там свой локальный домен. Да? То есть в Украине это украинский домен, глобальный сайт там это .net, в Казахстане Казахстан. У нас возникла маркетинговая гипотеза, что если мы объединим все бренды под один домен, то синергия, суммарный результат будет лучше, чем каждый отдельно из проектов, который получает трафик из органической выдачи. В итоге мы собрали все проекты под один домен, под один зонтик. Результаты просели в Казахстане, результаты просели в Украине. То есть практически везде они просели, и мы год, мы, конечно, делали исследования, оно не должно было упасть, мы там вроде все четко сделали, и переезд, и все настройки, которые нужны, да, хотя мы там сами эксперты и специалисты в этом. В итоге через год мы поняли, что лучше не станет, и переехали обратно на свои домены. А из-за чего так получилось, что какое-то там, я не знаю, научное объяснение всего этого? Мы недооценили важность одного из, наверное, самых главных факторов ранжирования. Это все-таки доменная зона. Локализация. Непосредственно то, что люди, которые гуглят условно из страны Казахстан, им все-таки выдается высший результат из доменной зоны Казахстан. Да. Поэтому сколько бы там контент наш не был бы локальным, то есть контент был, по сути, во время KZ и другого домена, он был одинаковым, то есть одинаково локальным, но при этом контент, который был на новом сайте, он все равно хуже ранжировался на домене KZ. Поэтому было принято решение обратно откатиться. Да, через год мы переехали обратно, и мы увидели обратно рост. То есть мы уже, по-моему, мы уже догнали те результаты, которые были до переезда, и сейчас уже дальше происходит рост. Вот такой наш личный персональный антикейс. Интересный кейс. Смотрите, вы являетесь партнерами довольно-таки больших рекламных площадок, в том числе даже, условно-таки, Meta, Google, Amazon, Bing, Яндекс, понятное дело, почему нет. Как это получилось, с чего началось и как сейчас это идет? Вы ежегодно подтверждаете это? Несомненно. Есть критерии у вендоров, у рекламных систем, которые они предъявляют к своим партнерам. Есть, бывают, скажем так, разные уровни партнерства. Можно быть просто партнером, в случае с Google можно быть премьер-партнером.
оно там отличается не только там суммой оборота, который ты должен через себя прогонять, ну и там количеством сотрудников, которые должны иметь, опять же, сертификацию, о которой я говорил, которую я когда-то проходил. То есть, рекламная система, она понимает, сколько сотрудников у тебя работает зарегистрированы в системе, и она выставляет определенное количество и процент людей, которые должны пройти вот этот базовый порог для прохождения сертификации. Вот. Далее это качество рекламных кампаний. То есть недостаточно иметь обороты и просто количество сертификатов, а они предъявляют требования к тому, что компании должны настроены быть хорошо, и у них есть четкий список и пункт с критериями, которые должны быть для этого достигнуты. Вот. И это партнерство с вендорами, и это дает, ну, во-первых, доступ к той информации, которая недоступна к широкой массе. То есть это какие-то те функции, те нововведения, которые пока что недоступны на всем рынке, но могут быть доступны там ограниченному количеству рекламодателей. Да, партнерам. То есть это какие-то, допустим, бетки, которые можно раскатывать, применять, использовать с конкретными рекламодателями, например. Вот это доступы к закрытой информации от Google и от Meta, да, то есть это какие-то отраслевые исследования по рынкам, то есть те исследования, которых просто нет в открытом доступе, и за счет там вот этой информации, за счет инструментов, которых нет на рынке, это позволяет быть первее, применять с партнерами какие-то новые практики, инструменты, которые дают хороший результат. Смотрите, вы не работаете с Яндексом. К вам приходит, условно таки, клиент из Центральной Азии. Соответственно, он хочет, чтобы и там была ваша реклама. Что вы с такими клиентами делаете? Я не знаю, вы же не транслируете, что в публичной, условно таки, казахской среде, что вы не работаете с Яндексом, или транслируете? Если к нам приходит потенциальный клиент и просит запуститься в обеих рекламных системах, во-первых, мы предлагаем те рекламные системы, с которыми работаем, и мы заявляем, что это очень, в принципе, достойная альтернатива для того, чтобы получить тот результат, который он хочет. Это уже дело клиента согласиться или отказаться. В большинстве случаев проблем с этим нет. То есть, условно таки, сравнительно того же самого Гугла и даже Бинга, который вы используете, Яндекс, он чисто по принципиальным, условно таким моментам, что связано с Украиной. То есть до этого до определенной ситуации вы работали с Яндексом? Или изначально? До войны у нас было партнерство. То есть вы работали с ним тоже? Да, после войны уже нет. Окей, хорошо. Как сейчас вы оцениваете ситуацию на рынке Узбекистана, куда планируете заходить? Это очень интересный рынок. Он очень перспективный. Меня радуют те темпы роста. Во-первых, начнем с проникновения интернета. Да, то есть он растет. Доступность мобильного интернета. Да, то есть Узбекистан, это с точки зрения стоимости интернета очень дешево. Самый дешевый в Центральной Азии, мне кажется. Вполне. Скорее всего, да, потому что я даже когда покупал симку, когда прилетел, очень доступно, очень доступно. И это только плюс для страны, потому что мобильный трафик – это драйвер роста сейчас. Потому что, допустим, то, что мы видим на рынке Казахстана, 80-85% всего интернет-трафика – это мобильные устройства. Поэтому Узбекистан в очень правильном направлении движется в том, чтобы делать доступным мобильный интернет. И не только с точки зрения стоимости, но и с точки зрения покрытия этого интернета. Это, во-первых. Во-вторых, это те игроки, которые есть сейчас, или те, которые заходят на рынок, с точки зрения электронной коммерции. Электронная коммерция – это тоже очень большой драйвер и роста, потому что как только люди привыкают к чему-то хорошему, это становится уже привычкой. Еще что-то нужно лучше. Конечно, в Казахстане это была точно такая же история, да, то есть до 2016 года не было такого дикого бурного роста электронной коммерции. С 2016 года уже есть 30% год к году растет электронная коммерция. Если говорить про пандемию, 2020-2022 год, доля электронной коммерции в общем ритейле было 4%, а после стало 10%, да, почти x2,5. Вот. И даже сейчас, допустим, те же торговые центры, они очень сильно страдают от того, что, во-первых, падает офлайн трафик. Они страдают от того, что есть как отечественные маркетплейсы казахстанские,
так и есть внешние маркетплейсы. Зарубежные, которые Зарубежные приходят. маркетплейсы, да. Тем более, допустим, с упрощением там, логистики с Китаем. Раньше там посылку ты условно ждал месяц, теперь там 7-10 дней максимум. И посылка, вот она уже прилетела. Она приехала и по очень доступной цене. Поэтому торговые центры, бутики сейчас очень сильно страдают в Казахстане. И я думаю, что тут произойти может то же самое. То есть, получается, та история, которая когда-то пару лет назад, через которую прошел Казахстан, сейчас Узбекистан начинает проходить. Да, но при этом есть и различия в том, что у нас интернет, там, в 2000 году там, распространение интернета там было мизерные там, 0,5%, и только потом за счет там, доступности широкополосного интернета, а потом уже мобильного трафика, все-таки интернет у нас сначала был таким вебовым, то есть ПК-шным, да, то есть классический интернет, где вот есть веб-сайт, где есть там персональный компьютер, либо ноутбук, и вот он развивался вот в таком направлении, и только там с доступностью мобильных устройств, и, там, с количеством, там, с ценой, да, то, что появление их на рынке, веб-трафик начал перекочевывать в мобильный трафик. С Узбекистаном история немножко другая. С Узбекистаном история такая, что он такой больше мобильным сначала. То есть изначально он был такой сразу мобильный. Окей. То есть он не проходил этап с веба на телефон, с веба на мобильный, с мобильного на application. Да, это один point. Второй point — это то, что мессенджер. Дикая, безумная популярность Телеграма в Узбекистане. У нас такого нет. WhatsApp. У нас WhatsApp. Да, то есть там все какие-то родительские чаты там, твоего жилого комплекса, чаты там с родственниками, это все WhatsApp. Но не рабочая среда. Оно может выступать там как одним из каналов, там, не знаю, забронировать заведение, столик, то есть написать, в основном напишешь на WhatsApp. У нас просто как в Узбекистане, например, у любого заведения, практически у любого, есть Telegram-бот. Либо так или иначе можно в Telegram-боте не писать человеку, а именно бронировать через бот. Условно. У нас такого нет. Вот в WhatsApp, мне кажется, такого нет. То есть здесь Telegram не только используется для, грубо говоря, общения, да, но она там практически весь бизнес там сидит. В этом и фишка Узбекистана как раз, да, то, о чем я говорю, что у вас оно начало развиваться не только просто как персональный мессенджер, но и как инструменты для бизнеса. И это очень большой плюс, и это прекрасно. У нас оно у нас было не так, да, то есть у нас WhatsApp просто как мессенджер, потом, да, там появление там каких-то бизнес-профилей, да, WhatsApp бизнеса и прочего. Но там, опять же, это просто переписка с живым человеком для того, чтобы там что-то заказать или бронь какую-то сделать и так далее. А в основном это ты там все равно звонишь, либо если там есть сайт или мобильное приложение, там ты можешь оформить какой-то заказ. Но тут вот особенность, я говорю, Узбекистана, Telegram. Смотрите, на рынке, по крайней мере, сейчас в Узбекистане приходит большое агентство, как ваше. Но тут есть свои игроки. С чем вы планируете прийти? Например, когда ты на рынок заходишь, тебе нужен какой-то УТП, уникальное торговое предложение, по которому ты приходишь, говоришь, вот, ребята, у них вот так, а у нас это лучше. С чем вы хотите прийти в Узбекистан? Мы тут, наверное, не будем изобретать велосипед, не потому что мы не хотим, а потому что те принципы, которые мы применяем в своей работе, они универсальны для любого рынка, и они работают. Сейчас объясню. Допустим, иногда там задают вопрос, чем вы там лучше, чем другое агентство на любом рынке, да, будь то Казахстан или какой-то другой. Первое – это системность. Системность, особенно которая видна в процессах. Да, то есть есть шаги, пути клиента, которые приходят там с самого начала, с самого первого контакта, с самого первого взаимодействия, там, звонок, заявка, да, как запросом каким-то, и там, условно говоря, там конечный цикл клиента, когда он там фактически уходит, например. Вот. И у нас бизнес-процессы построены таким образом, то есть они там четко разделены. Есть там этап переговоров, есть этап ведения, есть этап поддержки. И каждый из этих этапов напичкан огромным количеством бизнес-процессов,
То есть там одно следует за другим, если так, то вот так. То есть вот эти if-else, да, которые на программировании, но в нашем случае это на людях работают. И есть системы, электронные системы, которые работают, это там CRM-ка, ERP-шка, личные кабинеты клиента. Вот это все работает во взаимосвязи и позволяет оцифровать весь путь клиента. То есть мы видим, на каком он этапе находится и что нужно делать. То есть клиент никогда не чувствует себя покинутым на каком-то из этапов. То есть во всех этапах вы рядом? Конечно. Всегда есть человек, всегда есть поддержка, всегда есть ответственный, и, как мы это называем в компании, есть тот, кому нужно больше всех. Это человек, за которым закреплена ответственность за конкретным клиентом на конкретный этап или период. Потому что зачастую возникает проблема, когда у какого-то процесса или у какой-то задачи есть несколько ответственных, то нету никакого ответственного. Да? Поэтому первый принцип – это системность. Второе – это честность и прозрачность. Это отражается и в корпоративной культуре, да? Это отражается и в найме, это отражается в принципах работы с нашими партнерами и клиентами. То есть мы понимаем, что, как и везде, как и в обычных человеческих отношениях, ложь скроется всегда. Поэтому мы принципиально честные с самого начала до конца. Мы не будем скрывать статистику, то, что там происходит в рекламных кабинетах. Клиент всегда в любой момент имеет доступ и видит, сколько денег потрачено, какой фактический результат он получил. Что куда пошло. Абсолютно верно. То есть он понимает, сколько денег потрачено, куда потрачено, какой результат он получил. Он понимает, что происходит с точки зрения оказания услуг, с точки зрения процессов. Он понимает, над чем работает команда сейчас. То есть там нету такого, что он там сидит и думает, а что вообще происходит по проекту. Такого нет, потому что, опять же, за счет ценностей, которые транслируются через бизнес-процессы. Да? То есть как красная нить через бизнес-процессы это все проходит. То есть там ежедневные отчеты, которые там пишут специалисты, что они сделали в рамках проекта, да, если были какие-то работы сделаны. Еженедельные коллы с клиентом для того, чтобы синхронизироваться, понимать, что происходит по проекту, учитывать какие-то пожелания, с нашей стороны давать какие-то апдейты. Поэтому клиент всегда знает, что происходит, и он уверен в том, что та информация, которую мы даем, является правильной, честной, прозрачной и так далее. И третье – это четкость. Это та четкость, которая есть у нас, она, скажем так, в обычном мире это можно называть человек-душнило, да, когда мы хотим четкие ответы на наши вопросы. Мы не хотим, чтобы было какое-то поле для двойной трактовки. Да, то есть, потому что это бизнес, на кону стоят большие деньги, большие инвестиции. Четко, конкретно, быстро. Да, то есть мы хотим получить ответ на вопрос таким образом, чтобы не было какой-то двойной интерпретации, тройной интерпретации. Да? То есть мы получаем ответ, и мы с этим ответом работаем. То есть мы задаем какой-то вопрос, если мы понимаем, что ответ не совсем четкий, мы задаем дополнительно уточняющие вопросы, чтобы все-таки получить четкий ответ. Не обижаются? Сначала непривычно людям, да, клиентам, партнерам, а потом они уже привыкают к этому принципу и уже сами начинают таким же образом коммуницировать. Просто потому что по-человечески это проще. И это быстрее. Это быстрее. Да, то есть представьте себе, не знаю, если перевести на какие-то человеческие отношения, стадия знакомства с человеком, когда вы еще не особо знакомы, да, то есть количество коммуникаций или время, потраченное на коммуникацию, x2, x3. А когда это твой лучший друг или твой партнер. Теплый контакт уже есть? Да, то есть ты можешь уже задавать вопросы напрямую. То есть мы стремимся к тому, чтобы выстраивать отношения не как клиент-подрядчик, а партнер-партнер. Это наша забота о клиенте с точки зрения того, что мы хотим, чтобы клиент достиг успеха, достиг тех результатов, тех целей и задач. И для того, чтобы это сделать, у нас должна быть такая коммуникация. А чтобы такой коммуникации достичь, надо говорить на одном языке с клиентом. Сейчас вы говорите про успехи определенных клиентов. То есть клиент должен добиться определенного успеха. Какие конкретные кейсы вы можете выделить среди казахских кейсов, которые, условно, такие клиенты добиваются значительных результатов на казахском рынке? А потом уже перейдем на узбекский. Так, таких кейсов очень много. И как я ранее упомянул, мы все кейсы
пытаемся делать публичными, расписываем их максимально подробно, они у нас там доступны на сайте. Из тех, что прям сразу сейчас могу сказать, наверное, последний кейс с ритейлером одежды и обуви Интертоп. Это крупный игрок на рынке, в том числе Украины и Казахстана. Этот кейс у нас связан с Казахстаном. Было мобильное приложение, запущено с нуля, то есть на рынке Казахстана, и стояла задача увеличить количество инсталлов. Вот. Тот план, который там был, мы его перевыполнили там за 5 месяцев таким образом, что в итоге через мобильное приложение совершается уже больше покупок, чем через сайт. За 5 месяцев. При том, что Интертоп — это не маленький рынок. Это если по цифрам взять, какие? С чего было, до чего дошло? С нуля до... Я не уверен, что я могу говорить конкретно цифры, давайте просто порядок цифр озвучу. Там десятки-сотни тысяч инсталлов. Вот. Интересно. А какой процент, получается, был на сайте и перешел в мобильное приложение? Соотношение сначала что было, потом... Получается, так как апки не было, сначала это было 0 и 100% веба. Соответственно, если мобильного приложения стало больше, чисто логически это более 50% через мобильное приложение, нежели через сайт. Да? Приходя в Узбекистан, условно таки, если не брать какое-то уникальное торговое предложение, чего видите недостаток рынка маркетинга в Узбекистане? Видите ли какие-то недостатки, чего вы можете закрыть? Какие-то боли, которые, например, грубо говоря, местные компании не закрывают. Но вы знаете, что вы, приходя, можете эти боли закрыть. Здесь, наверное, даже не особенность местного рынка, а в принципе того, что происходит там в нашем регионе Центральной Азии. Когда-то, когда Netpeak приходил в Казахстан, были такие проблемы, что да, были местные агентства, маркетинговые, рекламные агентства, но не хватало четкости, структурности, как раз-таки то, что в основном происходило на рынке и частично происходит даже сейчас, что клиенты, те, которые к нам приходят, жалуются, что непонятно, какой результат мы получаем, непонятно, что делает команда, не можем найти какой-то общий язык с менеджером на стороне агентства, да, то есть, казалось бы, базовые вещи, для клиента, точнее, он там выглядит. На самом деле, для того, чтобы это все построить, огромное количество усилий прикладывается, потому что в отличие от товара, да, который ты просто производишь по единому стандарту, у тебя конвейерная лента, у тебя одинаковый везде товар. С услугами это значительно все сложнее. Везде надо подстраиваться. Потому что у тебя работают люди, каждый человек, он индивидуален, у каждого есть свои какие-то особенности, а ты пытаешься построить какой-то единый стандарт в оказании услуг, в качестве оказания услуг. И, это, конечно, как раз-таки через бизнес-процессы, через обучение, через стандарты качества ты пытаешься вот этот гэп или разницу между худшим сотрудником и лучшим сотрудником максимально уменьшить для того, чтобы прийти к середине. То есть, наоборот, худшего сотрудника поднять, а лучшего еще сильнее дотянуть. То есть это такая постоянная гонка над тем, чтобы улучшить качество услуг. Поэтому, отвечая на вопрос, это, наверное, про качество оказания услуг, и через качество оказания услуг это рост результатов клиента. И не только, кстати говоря, про рост результатов, есть еще проблема с тем, что, агентство может на каком-то среднем уровне или нормальном допустимом уровне оказывать услуги, но не имеет четкой цели. То есть это большая проблема. Что-то делает, но непонятно что. К чему идет? К чему идет? Да, то есть оно бывает так, что на самых каких-то первичных этапах переговоров вроде пробрифовали клиента, узнали потребности, цели, потом начали оказывать услугу, и где-то цель, она затерялась. Зачастую, кстати, так бывает. Зачастую так и происходит. То есть, и потом начинается просто оказание услуги ради оказания услуги, просто для того, чтобы получить деньги. Но мы понимаем, что у бизнеса, у любого бизнеса стоят какие-то цели, бизнес-цели.
если мы как агентство не знаем, не понимаем, что это за цели, и мы просто там работаем, чтобы получать Чтобы денежку, работать, да, то в таком случае рано или поздно они пойдут вразрез. Да, то есть то, что мы делаем, и те результаты, которые мы получаем, и те результаты, к которым стремится компания, бизнес, они просто разойдутся по разным путям и в какой-то момент с нами попрощаются. Поэтому вот это не только про качественное оказание услуг, это про то, чтобы всегда помнить про цель, всегда спрашивать, актуальна ли цель. Актуальна ли Синхронизировать. Да, потому что зачастую бывает так, что сейчас очень все быстро меняется, цели и задачи тоже очень быстро меняются. Там, они могут то есть это не работает так, что там, сейчас поставили на год цель, и вот по ней работаем и ничего не меняем. Да? То есть сейчас планирование, оно там переходит с годичного на там, полугодичное, или даже бывает в некоторых случаях квартальные какие-то цели. И в таком случае надо держать руку на пульсе, понимать, что важно сейчас для клиента, какие цели стоят, задачи стоят, и подправлять постоянно стратегию, план работы под потребности, цели и задачи клиента. Вот это, наверное, ключевое то, что не только на местном рынке, в принципе, на рынке Центральной Азии. А сейчас, например, условно-таки, у нас аудитория большая аудитория из Узбекистана, которая мы сейчас смотрим, да? Какие ниши к вам могут обратиться за... Это первый вопрос. Какие ниши? Второй вопрос. За какими услугами? То есть я посмотрел предприниматель, и мне понравилось. Я бы хотел посотрудничать. Из какой ниши я должен быть, чтобы сотрудничать? Потому что вы сказали, что вы не сектор-агностик, вы не со всеми сферами работаете, у вас есть определенные ограничения. И какие именно услуги, с какими именно услугами вы зайдете на узбекский рынок? Это вот как раз-таки про принцип честности. Сейчас я расскажу, как он соотносится с этим вопросом. Мы в ходе переговоров бывает так, что отказываем клиенту в работе. И это связано с тем, что когда мы там делаем какие-то просчеты, да, то есть мы готовим предложение, мы тратим на это там, достаточно много ресурсов и времени. Если мы понимаем, что вероятность того, что мы выполним те цели и задачи, которые обозначил нам клиент, низкая, мы так и скажем. Ребята, сори, мы не можем выполнить ваш запрос, поэтому мы отказываем вам, либо пересматривайте цели. Вот. Это, то есть, первый ключевой принцип. Исходя из этого, сейчас обратная сторона этого вопроса, а точнее ответа, комментария моего, я могу сказать ниши, с которыми у нас получается лучше всего. В первую очередь это электронная коммерция как раз-таки. Да, то, в чем мы одни из лучших, то, в чем мы профессионалы, то, с чем у нас больше всего опыта на рынке. То есть это интернет-магазины, маркетплейсы. То есть если вы продаете что-то онлайн, и это можно купить онлайн, и в таком случае это к нам. Да? Это первая ниша. Второе – это финтех, ритейл какой-то. Это мобильные приложения. У нас очень большой опыт работы с мобильными приложениями. И вот есть одно из агентств в рамках группы наших агентств, Радаса называется, оно очень точечно занимается тем, чтобы оптимизировать приложения в сторах, в Play Market, в App Store. Вот. Это приложение, это сервисы, B2B, бизнесы. Вот, наверное, основные ниши, с которыми мы работаем, и у нас хорошо получается. С какими вы не будете работать? Вообще не будете работать, вы даже рассматривать не будете. Приходит заявка, посмотрели, они продают это, занимаются этим, но мы не будем работать. Отказ пошло. Здесь уже чисто морально-этические принципы. Беттинг, ставки, казиношки, алкоголь, табачка. С этими вообще не будете работать? Нет. Даже рассматривать не будете? Неинтересно. Отлично. С какими услугами вы заходите на рынок? В первую очередь это как раз-таки digital performance решения. Это все, что касается платного трафика, контекстная, поисковая реклама, медийная реклама, видеореклама, таргетированная реклама. Это вот все относим мы к платному трафику. Вторая ключевая услуга – это техническая оптимизация сайтов, или то, что в простонародье называется SEO. Третья услуга – это
важно же не только привлекать нового клиента, важно удержать клиента, потому что удержание клиента обходится в разы дешевле, чем привлечение нового клиента. Ну, это как бы классический маркетинг такой. Это направление, которое называем мы retention маркетинг. Это давно не про электронные рассылки, почтовые рассылки. Это уже там построение целой коммуникации, стратегии коммуникации и возврата клиента через мессенджеры, через email, через мобильные пуши, в том числе там через, если есть мобильное приложение особенно, да, то есть это push notifications. Вот это третья ключевая услуга. И любому бизнесу нужна качественная аналитика. Потому что если у тебя цифры не бьются, если они у тебя не сходятся, ну, неважно, какой у тебя маркетинг, если ты неправильно это считаешь. Вот, наверное, 4 ключевые услуги. Как к вам обратиться и когда вы начнете работу уже? То есть это, я так понимаю, первое ваше мероприятие, первый вход уже на рынок, то, что вы стали партнером данного мероприятия. Или вы уже открыли офис, или вы также онлайн приходите на этот рынок. Есть ли какой-то сайт, куда вам можно писать, уже бронировать услугу? Конечно, есть наш сайт, это основное, да, netpeak.kz. Там есть форма обратной связи, по которой наши менеджеры свяжутся. Вот. Если отвечать там на первую часть вашего вопроса, это физически нас тут нет, потому что у нас там планы на выход на этот регион, они у нас возникли там в конце-начале только текущего года, да, то есть поэтому есть какие-то там юридические, бухгалтерские вопросы, которые сначала нужно там проанализировать, исследовать и после этого уже там приступать к конкретным активным действиям. Вот, поэтому у нас на самом деле уже есть пул клиентов с Узбекистана, с которым мы там работаем на протяжении уже 1-2 лет последних, да, то есть у нас был формат выстроен таким образом, что онлайн взаимодействие и клиенты довольны, клиентам нету проблем с тем, чтобы Например, какие клиенты из Узбекистана с вами работают? Крупные. Если я могу там их перечислить, так, Zone.uz, Workly, потом есть у нас казахстанский крупный застройщик BI Group, у которого есть партнер в Узбекистане, вот эта компания, и если так память не изменяет, то есть вот в основном это вот какой-то ритейл, e-commerce, застройщики, вот если говорить про ниши, вот они основные вот такие. Отлично. На самом деле интересно то, что на рынок заходят уже маркетинговые агентства, не только IT-компаний, маркетплейсы расширяются, SaaS-продукты сюда выходят, но и традиционные, условно-таки, да, бизнесы. Планируете ли вы приносить свои, условно, те же самые SaaS-продукты в этом году, например, в Узбекистан тоже? Соответственно, я понимаю, что их можно воспользоваться из Узбекистана, с любой другой страны. То есть, как таковой, у вас помимо этих услуг, планируете ли в этом году только эти услуги запустить или расширить еще в течение года? На самом деле, те продукты, которые есть в группе нашей компании, они не привязаны территориально никакой из стран. То есть они могут работать глобально. То есть они анализируют, то есть Узбекистан во всех доступен? Насчет серпстата надо уточнить, да, то есть если там доменная зона, это можно быстро проверить. Netpeak Software, то есть это вот продукты для анализа сайта, они доступны запросто. Ringostat, система сквозной аналитики, вот, тоже надо, кстати, уточнить, потому что она там в первую очередь завязана на взаимодействие с сотовыми операторами, потому что, чтобы эта аналитика происходила, у компании должна быть возможность арендовать IP-телефонию, да, то есть виртуальные номера. Да. Поэтому, то есть, если это не сделано, то это только вот единственное ограничение, которое там можно, в принципе, решить, договориться с операторами. Если оно уже есть, то функционал полностью доступен. Мне на самом деле очень понравилось то, что вы делаете. Я вчера читал до этого, когда мы только с Тугжаном познакомились, начал изучать вашу компанию. Мне очень нравится, как у вас именно страница на сайте стоит, где все четко, понятно, по целям, почему вы это делаете, какие принципы у вас. Это очень интересно. Друзья, многим может быть интересно, зайдите, мы в описании поставим ссылку, можете перейти, посмотреть, это на самом деле очень интересно. И, возможно, если вас заинтересовало и нужны эти услуги,
вы можете связаться с коллегами, написать им, оставить заявку и, соответственно, получить те услуги, о которых мы сегодня обсуждали. Возможно, как коллеги уже откроют здесь офис, мы снимем еще некий обзор, то, что здесь они будут делать. Но в любом случае, на сегодня мы все это рассказали, и надеюсь, что вход на рынок Узбекистана будет благоприятным, Спасибо и вы большое. быстро будете развиваться. И мы очень надеемся, что вы быстрее придете, потому что в скором времени эти услуги и нам понадобятся.